Привет, с вами Корней. Вы, наверное, все смотрели фильм «Бойцовский клуб». В 90-х годах, еще будучи относительно молодым человеком, я создал свой бойцовский клуб, и его отличительной особенностью было то, что в боях было разрешено наносить удар в пах. Встречались мы с ребятами примерно на протяжении 2 лет, но, конечно, не все бои были записаны на видео. Ну и видео к настоящему времени уже, как правило, утрачены. Но недавно я залез в свою кладовку и нашел старую кассету. И на ней кое-что сохранилось. Почему я этот бойцовский клуб создал? Я занимался разными единоборствами, в основном карате киокушинкай. И мне всегда не нравилось то, что в спортивном поединке наиболее эффективные приемы запрещены. Это, с одной стороны, оправдано, потому что иначе был бы большой травматизм. Но, с другой стороны, чтобы прием довести до совершенства, отработать его до полного автоматизма, конечно же, спарринг необходим. И я подумал, почему бы не разрешить в поединке удар в пах? При условии, что будет надежная паховая защита, это вполне приемлемо. И я такую защиту создал. Позже я расскажу, как это можно сделать, потому что я думаю, что опыт нашего клуба может оказаться полезным для многих, кто хочет уметь постоять за себя на улице. А поединки наши проходили приблизительно по правилам смешанных единоборств. То есть были разрешены практически любые удары, борьба, болевые и удушающие приемы. Но в отличие, допустим, от миксфайта, мы могли еще и наносить удар в пах. Поначалу наши поединки были немного жестокими. Чтобы это как-то смягчить, я решил, что нам необходимы шлемы. Вот такой шлем, такой конструкции шлема мы использовали. Сейчас можно купить шлемы намного лучше для кудо или для боевого самбо с пластиковым забралом. Но тогда таких шлемов еще не было. Я купил какой был. И эту железную конструкцию по моим чертежам на заводе сварил мой друг. Все стало намного интереснее. Появилась возможность действительно бить от всей души. И при этом все испытывали только радость. Мы использовали перчатки разные, мы экспериментировали с разными моделями, но они всегда были с открытыми пальцами, для того, чтобы удобно было делать захват. Потому что бороться у нас тоже разрешалось. Можно было использовать и удушающие, и болевые приемы. Но в партере все предпочитали просто наносить удары. Потому что когда это разрешено, то это очень просто и действительно эффективно. Следует отметить, что когда противник повержен, и ты наносишь по нему удары сверху, то в этот момент ты испытываешь какой-то такой колоссальный спортивный азарт. Ты действительно бьешь его изо всей силы, и тебя ничто не сдерживает, потому что ведь ему не больно. С тех пор уже прошло много лет, все эти ребята повзрослели, но до сих пор, когда мы встречаемся, мы вспоминаем о нашем бойцовском клубе с удовольствием. И практически всем приобретенные там навыки пригодились. Потому что действительно, когда в спарринге ты много раз наносишь удар в пах, то эта привычка остается с тобой на всю жизнь. И она действительно помогает побеждать противника в какой-то острой ситуации. И что немаловажно, противника любой комплекции. То есть это работает очень эффективно. И хотя я вам показывал разные эпизоды наших боев, но самая суть нашего бойцовского клуба, конечно же, была именно в том, что мы тренировались наносить удар в пах. А позволила нам это сделать защита, специальная паховая защита. Возможно, кто-то из вас тоже захочет тренироваться подобным образом. И для этих людей я сейчас покажу, как
эта защита была сделана. Когда я пошел в магазин спортивных товаров, то паховая защита, которая предлагалась для единоборств, она меня совершенно разочаровала. Она была какая-то хлипкая. Она не предназначалась для того, чтобы вот действительно со всей силы нанести удар. Только от каких-то случайных движений она могла защитить. Но мне понравилась хоккейная паховая защита. Она была такая основательная. Но когда я ее купил и дома примерил, я понял, что она закрывает пах спереди. Ну, потому что хоккеистам по-другому и не надо. Мне же нужно было, чтобы она закрывала и снизу тоже. Я тогда ее немного модернизировал. То есть представьте, что это вот она, что это вот кусок пластика, да. Я сделал надрез в верхней части. И вот подобным образом, используя строительный фен, вот так это все согнул, спаял. И получилось, что вот нижний угол, да, вот он так загнулся вниз. Что и требовалось. Итак, вот она. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Но вот эта верхняя часть, это сделано только для того, чтобы она лучше фиксировалась. Здесь просто вот на этом бандаже тряпичном очень хорошая резинка позволяет закрепить надежно. Сама же хоккейная защита. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот она. Я ее здесь специально приклеил пенку туристическую, чтобы дополнительно амортизировать удар. Здесь вы видите вот надрез, о котором я говорил. То есть это было так разрезано и вот таким образом немножко согнуто. В результате вот эта часть немножко сместилась сюда. По краю я приклеил кусочки резинового шланга, потому что при ударе вот эта кромка может врезаться в тело. То есть все это безопасно и надежно, и много раз проверено. То есть именно хоккейная паховая защита с небольшими модификациями позволяет вот таким образом предохранить себя от травмы и эффективно тренироваться. Преимущество удара в пах перед другими запрещенными приемами еще и в том, что он достаточно гуманный. Он не ведет к каким-то серьезным последствиям. Просто очень больно и все. Хотя есть расхожее мнение, что это может привести к бесплодию, но мне кажется это мнение надуманным. Я основываюсь на опыте Мацутаци Аямы. Это основатель каратэ Киокушинкай. Когда он только начинал создавать свой стиль, то поединки в его школе каратэ проходили по очень жестким правилам. Не применялась никакая защита. Были разрешены удары в пах. И часто были достаточно серьезные травмы, вплоть до разрыва пениса. Тем не менее, все это потом благополучно восстанавливалось. И эти люди впоследствии завели детей. Согласитесь, что удар в пах намного более гуманное действие, чем, например, сломать человеку руку или выткнуть глаз или порвать рот. А по эффективности он не уступает этому. За время существования бойцовского клуба, можно сказать, даже возник некий боевой стиль, потому что техника боя у самых разных людей стала унифицироваться, стала похожей. По сути, на какой-то дистанции использовалось почти всегда только два элемента. Это удар рукой в голову и удар ногой в пах. Ну, а на ближней дистанции все превращалось в борьбу. Вот на дистанции всего лишь два элемента оказывались абсолютно достаточными. Мало того, там у нас был даже один молодой человек, Руслан, в очках, очень интеллигентный. Так он вообще не бил руками. Он говорил, что он как-то не может ударить человека по лицу. Но зато он отлично научился бить в пах. И несмотря на то, что руками он не дрался, он представлял из себя достаточно серьезного противника. Ну что ж, я советую всем, кто хочет научиться постоять за себя на улице, бейте в пах. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.